Друзья, здравствуйте! Хочу поделиться с вами идеей торта на базе бисквита. Если есть торт «Пьяная вишня», то почему бы не быть торту «Пьяный цитрус»? Итак, на арене нашей кухни торт «Пьяный цитрус». Все граммовки смотрите в описании под видео. Приступаем к приготовлению теста для бисквита. Разбиваем яйца. Отделяем желток от белка с помощью руки. Это достаточно безопасный способ, чтобы не разлить желток. Взбиваем белки до появления пены, а затем постепенно добавляем сахар. Это может быть как сахар-песок, так и сахар-пудра. Белки нужно взбивать до устойчивых пиков. В муку добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем и добавляем пару столовых ложек этой смеси во взбитые белки для их стабилизации. Перемешиваем белки с мукой. И затем добавляем желтки. Перемешиваем. После того, как аккуратно перемешали белки с желтками, добавляем оставшуюся муку и также аккуратно перемешиваем до однородной массы. В муку добавляем ванильный сахар, немного перемешиваем. И добавляем муку в белки и перемешиваем. Ставим духовку на разогрев режим вверх-вниз на 180 градусов на 45 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. Выливаем тесто в форму. У меня форма 26 см диаметром. Прокручиваем форму, чтобы распределить тесто по краям. И отправляем выпекаться. Тем временем берем фрукты, апельсины, лимоны и яблоки. Моем. Цедру апельсинов и лимонов натираем на терке. Нужно постараться натереть только цедру, не затрагивая белую часть кожуры, чтобы не было горечи во вкусе. Наш четырехлапый член семьи по имени Паштет начал проявлять любознательность к приготовлению пищи. А самое главное, он жутко не переносит цитрусовый запах, но сидит. Может, собирается тоже торт приготовить? Лимон и апельсин очищаем от кожуры. Очищаем яблоки. Бисквит готов, отправляем его охлаждаться. 2 апельсина нарезаем кубиками и заливаем ромом, можно коньяком. Остальные фрукты нарезаем и пробиваем блендером. К части пробитых фруктов добавляем крахмал и перемешиваем, после чего смешиваем с остальными пробитыми фруктами. В фруктовую массу добавляем сахар-пудру или просто сахар-песок. Для более яркого цвета я добавляю 2 столовые ложки клубники, перетертой с сахаром. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Когда масса закипит, добавляем натертую цедру. Перемешиваем, выключаем. Добавляем сливочное масло и снова перемешиваем и отправляем охлаждаться. Бисквит остыл, срезаем верхушку и выщипываем из нее мякоть. Также выщипываем мякоть из основной части бисквита, образовывая чашу. Толщина чаши, бока и дно должны остаться не больше сантиметра. Снова прибежал Паштет, чтобы не упустить момент, какой толщины должна получиться чаша. Приступаем к приготовлению крема. Для этого на дно чаши выливаем охлажденные сливки и взбиваем их. Добавляем сахар-пудру и еще немного взбиваем.
Добавляем сливочный сыр. Это может быть Филадельфия или маскарпоне. Взбиваем. Охлажденную фруктовую массу добавляем в бисквитную крошку и аккуратно перемешиваем. Затем добавляем кусочки апельсина с ромом и перемешиваем. Заполняем бисквитную чашу получившейся массой и формируем торт, так как начинка для чаши всегда получается больше. Сверху кладем срезанную верхнюю часть бисквита, формируя края торта. И оформляем все кремом. Для украшения я использую какао. Верх торта оформляю клубникой, разрезая ее на 3 части в виде лепестков, а сердцевину добавляю голубику. Так как клубника замороженная, она немного потекла, но все же это не испортило вид торта. Зимой так не хватает ярких и сочных цветов, порадуйте себя, друзья! Торту необходимо дать пропитаться не менее 5-6 часов. Итак, разрезаем торт. Посмотрите, как красиво выглядит торт в разрезе. А вкус бесподобный. Бисквит очень мягкий и пропитанный. У торта яркий цитрусовый вкус. Ощущаются кусочки апельсина и очень пропитанный бисквит с переплетением фруктово-сливочной массы. А крем необыкновенно вписывается в это цитрусовое царство. Если видео было интересным, рецепт оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Всего вам самого доброго, друзья!